Утреннюю тишину разорвал резкий звук разбивающегося стекла, заставив меня вздрогнуть от неожиданности. Я стояла на кухне, задумчиво глядя на чашку чая, которая давно остыла на столе. Внезапный шум вырвал меня из размышлений. Я отложила чашку и поспешила в гостиную. Сердце колотилось, а в голове роились тревожные мысли. Я подумала, что это могло быть вторжение в дом. Окно не выдержало ветра, и старая ваза, которую я так и не успела переставить, опрокинулась. Подбежав к окну, выходящему в сад, я увидела не то, чего ожидала. Среди аккуратно подстриженных клумб и ухоженных растений копошился грязный и тощий пес. Один из мусорных пакетов был разорван, а остатки еды рассыпались по траве. Этот беспорядок резко контрастировал с садом, который был моим тихим убежищем, особенно после потери бабушки. Она всегда заботилась о том, чтобы цветы радовали глаз своим ярким цветением. Сейчас же мой священный уголок превратился в хаос. Не раздумывая, я распахнула дверь и крикнула: «Убирайся отсюда!» Пес резко повернул голову, его уши насторожились, и он побежал прочь. Он посмотрел на меня, и в его взгляде не было ни страха, ни агрессии. Напротив, я увидела в его глазах странную смесь отчаяния и вызова. Глубоко вздохнув, я вернулась в дом. Открыв шкаф, где хранились старые одеяла, я вытащила одно из них. Когда я вернулась, пес все еще стоял на краю сада, неподвижный, как статуя. Осторожно опустившись на колени, я протянула ему одеяло и мягко сказала: «Иди сюда, я не причиню тебе вреда». На мгновение мне показалось, что он бросится бежать, но вместо этого он сделал шаг вперед, а затем еще один. Когда он подошел достаточно близко, я протянула руку и прикоснулась к его шерсти. Его тело было теплым, но таким хрупким, словно состояло только из костей. Осторожно взяв его на руки, я удивилась, насколько легким он оказался. Вернувшись в дом, я ощутила запах грязи и улицы, наполнивший пространство. Но его присутствие не казалось чужим, как будто тишина больше не была такой угнетающей. Я отнесла собаку в ванную комнату, где воздух был насыщен смесью земли, мусора и уличной жизни. Первое, что нужно было сделать, это помыть ее. Но я сомневалась, как она отреагирует, если поставлю ее на пол. Я открыла воду, чтобы наполнить ванну. Звук воды заставил собаку насторожиться, и она издала тихий, жалобный звук. «Все будет хорошо», — сказала я, опускаясь рядом с ней на колени. Собака попыталась отойти, но ее движения были осторожными, словно она боялась навредить мне. Я подождала, пока она немного успокоится, затем аккуратно подняла ее и опустила в теплую воду. Вначале она напряглась, как будто готовясь сопротивляться, но через несколько минут начала расслабляться. Я аккуратно нанесла шампунь на грязную шерсть собаки, осторожно массируя ее. Под слоями грязи я заметила шрамы, которые будто рассказывали ее историю. Это существо выглядело усталым, но в его глазах появилась едва заметная искорка надежды, словно оно верило в лучшее. Я устроила ей временное место для сна в гостиной на старом одеяле. Пока она устраивалась, я пошла на кухню и открыла банку тунца. Это было все, что мне удалось найти. Она ела медленно, будто старалась растянуть этот момент и удивить меня. Вместо того, чтобы накинуться на еду, как я ожидала, она ела аккуратно, с неожиданной грацией. Когда она закончила, я убрала пустую банку и вернулась в гостиную. Собака уже свернулась клубочком на своем новом месте, и ее ровное тихое дыхание наполняло комнату. Впервые за долгое время я почувствовала, что в доме стало по-настоящему уютно. Утром меня разбудил тихий, едва слышный лай. Открыв глаза, я увидела собаку, стоящую рядом с диваном. Ее хвост слегка вилял, а в глазах читалось любопытство. «Ты голодна?» — спросила я с улыбкой. Она, конечно, не ответила, но ее взгляд говорил красноречивее любых слов. Я пошла на кухню
Нашла немного еды и накормила ее, внимательно наблюдая за каждым ее движением. В этом существе было что-то особенное, что невозможно было не заметить. После завтрака я поняла, что нам обоим нужно немного свежего воздуха. У меня не было поводка, но я нашла старый ремень, подходящий для этого. Собака вначале насторожилась, но вскоре позволила мне надеть его. Мы вышли на улицу, где утренний воздух был прохладным, а солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев. Она шла рядом, внимательно изучая каждый уголок, словно хотела запомнить каждый запах. «Кто ты?» — тихо спросила я, когда мы остановились у огромного дуба. Конечно, она не ответила, но посмотрела на меня так, будто понимала больше, чем могла выразить словами. Когда мы вернулись домой, она выглядела гораздо спокойнее, как будто прогулка помогла ей почувствовать себя увереннее. Я тоже ощутила странное облегчение. Тем вечером, работая за компьютером, я заметила, что собака улеглась у моих ног. Время от времени она поднимала голову и смотрела на меня, и я не могла удержаться от улыбки. Я осторожно погладила ее и тихо сказала: «Что же мне с тобой делать?» Казалось, она взглянула на меня так, будто уже знала ответ. На следующий день я проснулась с неожиданным чувством легкости. Новый ритм нашей жизни с собакой, которую я вскоре назвала Лайкой, начинал формироваться. Она наполняла мой дом теплом, которого мне так долго не хватало. После завтрака я решила, что пора узнать о ней больше. Прошлый случай в парке не выходил у меня из головы. Поведение Лайки и ее реакция на незнакомого человека, о котором я еще не знала, стали поводом задуматься. Мы вновь отправились на прогулку, но на этот раз я решила быть более внимательной к ее поведению. Лайка вела себя спокойно, но каждый раз, когда мы приближались к незнакомым людям, ее взгляд становился напряженным. В какой-то момент она вдруг остановилась перед одним из домов. Ее уши поднялись, мышцы напряглись, и она тихо зарычала, глядя на окна. «Спокойно», — сказала я, нежно поглаживая ее по голове. Лайка не отводила взгляда от дома, пока я осторожно не потянула ее за поводок. Когда мы вернулись домой, я поняла, что больше не могу игнорировать подобные моменты. Ее поведение ясно говорило о том, что она пережила нечто, что по-прежнему оставалось частью ее жизни. Тем вечером я села за компьютер, чтобы узнать больше о ее прошлом. Я узнала о том, как травмы могут влиять на поведение собак. Оказалось, что животные, пережившие сложные жизненные обстоятельства, могут проявлять неожиданные реакции в схожих ситуациях. Это был мой первый шаг к пониманию, но я знала, что этого недостаточно. На следующий день я решила отвезти Лайку к ветеринару, чтобы проверить, все ли в порядке с ее здоровьем и, возможно, получить советы, как справиться с ее травмами. В клинике Лайка слегка нервничала, но в целом вела себя спокойно. Ветеринар подтвердил, что физически она абсолютно здорова. Однако, выслушав мои рассказы о ее странном поведении, он посоветовал мне обратиться в приют, где могли знать ее историю. Я сразу вспомнила о том, как ее нашли рядом с заброшенным домом за городом. Ветеринар сказала, что, похоже, она долгое время провела там. Мы не знаем, что с ней случилось, но этот дом явно имел для нее особое значение. Эти слова заставили меня задуматься, был ли этот заброшенный дом местом, где Лайка чувствовала себя в безопасности, или же он стал источником ее страданий. В ту ночь я почти не сомкнула глаз, размышляя о Лайке и ее прошлом. На следующее утро я решила, что нам обоим нужно отвлечься. Я вспомнила о старом семейном доме за городом, который давно стоял пустым. Это место, где я провела много счастливых моментов в детстве, казалось идеальным для временного бегства от городской суеты. Мы собрали вещи и отправились в путь. Лайка выглядела удивленной и любопытной. В тот день мы посвятили уборке в доме. Лайка, словно верный спутник, неотступно следовала за мной, помогая навести порядок.
Ее энергия и радость наполняли меня. Утром, пока я готовила завтрак, она спокойно лежала рядом, наблюдая за мной, словно понимала, что это место для нас особенное. После завтрака я решила осмотреть дом более внимательно. В одной из комнат я нашла старую библиотеку, давно покрытую слоем пыли. Осматривая полки, я наткнулась на большую коробку, которая явно принадлежала моему дедушке. На дне коробки я обнаружила фотографию, которая заставила мое сердце перевернуться. На ней был мой дед, сидящий на скамейке у этого дома, а рядом с ним хвостатый пес, удивительно похожий на Лайку. Я опустилась на пол, держа фотографию в руках. Было ли это совпадением, или Лайка могла быть связана с моей семьей? Она подошла ко мне, положила голову мне на колени и внимательно посмотрела в глаза. Сложно было сказать, что это реальность или игра воображения. Я отчаянно искала связь с прошлым. Продолжая поиски, я поднялась на чердак и обнаружила еще одну коробку с вещами моего деда. Среди них был старый ошейник с потемневшей гравировкой. На ошейнике было написано имя Лайка. Когда я взяла его в руки, они задрожали. Это не могло быть простым совпадением. Казалось, что прошлое протянуло мне руку, соединяя меня с чем-то значимым. Я спустилась вниз, все еще держа ошейник в руках. Лайка смотрела на меня с удивительным спокойствием, словно ждала моего решения. Я показала ей находку. Она внимательно ее обнюхала, а затем вновь легла рядом. Среди найденных писем я обнаружила одно, адресованное моей матери. В нем дед писал, что его пес Лайка был для него не просто питомцем, а настоящим другом и хранителем тайн. Он упоминал, что Лайка всегда чувствовала его настроение, поддерживала в трудные моменты и оставалась рядом до самого конца. Эти слова проникли в мою душу. Возможно, Лайка была здесь, чтобы стать частью моей жизни. Этой ночью я долго не могла уснуть. Мысли о Лайке и ее связи с моим прошлым не покидали меня. Я не знала, было ли это судьбой, магией или просто совпадением. Но утром, глядя на небо, окрашенное в мягкие розовые и оранжевые оттенки, я поняла, что моя собака стала связующим звеном с моими корнями и прошлым. Тем вечером, сидя у камина и слушая потрескивание дров, я поняла, что Лайка стала напоминанием о том, что важное никогда не исчезает, а остается частью нашей души. Приняв окончательное решение, я осознала, что Лайка останется со мной навсегда. Она стала не просто другом, а частью моей души и моей истории. Я нашла в доме дедушки старый ошейник и аккуратно надела его на Лайку. «Теперь ты точно дома», — прошептала я. Лайка слегка наклонила голову и подставила ее под мою руку, словно понимая смысл моих слов. Эта глава моей жизни, полная удивительных открытий и эмоций, наконец обрела свое завершение. Солнечные лучи мягко пробивались сквозь листву, а прохладный ветер освежал лицо. Лайка была в своей стихии. Она носилась между деревьями, останавливаясь, чтобы изучить каждый уголок. Ее энергия оказалась заразительной, и в какой-то момент я поймала себя на том, что смеюсь от души впервые за долгое время. Вернувшись домой, я решила продолжить разбирать старые вещи. Лайка, как всегда, была рядом, внимательно наблюдая за каждым моим движением. На чердаке я наткнулась на еще несколько коробок с письмами и фотографиями, которые принадлежали деду. Среди них была заметка, привлекшая мое внимание. В ней дед писал: «Дом — это не стены и крыша, а те, кто делит с тобой радости и печали, если ты
сама. Когда я чувствую себя одиноким, я оглядываюсь вокруг и понимаю, что кто-то рядом уже наполняет мой дом жизнью и уютом. Эти слова глубоко тронули меня. Я задумалась о том, как дом, который раньше казался мне пустым, теперь обрел смысл. Лайка стала той самой частью, которая вернула этому месту жизнь и уют. После этого я начала серьезно размышлять о своем будущем. Дом в деревне показался мне идеальным местом для начала новой главы в жизни. Город, который я покинула, теперь казался далеким и чужим. Я улыбнулась и тихо сказала, что теперь у нас все будет хорошо. Действительно, Лайка многое пережила, но теперь она дома. В магазине я выбрала все необходимые товары, а Лайка терпеливо ждала меня. Ее хвост тихо покачивался из стороны в сторону, словно она понимала, что все это предназначено для нее. Вечером мы вместе обустраивали ее уголок. Пока я раскладывала ее новые вещи, Лайка устроилась на коврике, а одна из игрушек оказалась у нее в зубах. Этот простой момент, когда я видела, как она находит свое место в доме, наполнил меня необычайной радостью. Я снова посмотрела на старый дедушкин ошейник, который висел на стене как символ связи между прошлым и настоящим. Лайка подошла ко мне и положила голову на колени. Моя любимая собака Лайка уютно устроилась у меня на коленях и тихо вздохнула. «Ты оказалась здесь в самое нужное время, Лайка», — прошептала я, нежно поглаживая ее по голове. «Спасибо, что нашла меня». Прошло несколько дней, и мы с Лайкой стали настоящей командой. Утром мы отправлялись на прогулку по лесу, днем занимались садом, а вечерами отдыхали у камина. Казалось, что вместе с Лайкой я обрела новый смысл жизни в этом старом доме. Иногда, глядя на нее, я вспоминала дедушку и те теплые моменты, которые мы провели вместе. Лайка стала не только моим другом, но и напоминанием о семейных ценностях и о том, как важно сохранять связь с корнями. Однажды вечером, сидя у камина, я задумывалась о том, как могла бы сложиться моя жизнь, если бы этот дом остался пустым. Я бы продолжала жить в городской суете, теряя себя в бесконечной повседневности. Но теперь все было иначе. Лайка повернулась ко мне, словно уловив мою задумчивость. Ее глаза излучали понимание. Я улыбнулась и протянула руку, чтобы погладить ее. «Мы с тобой прошли долгий путь», — прошептала я, понимая, что это не просто слова, а искренняя благодарность за все, что она для меня сделала. Я уверена, впереди нас ждет много счастливых дней. В этот момент я поняла, что Лайка появилась в моей жизни не случайно. Она пришла, чтобы напомнить мне о любви, надежде и о том, что даже в самые трудные времена всегда есть возможность начать все сначала. Прошло несколько месяцев, и наша жизнь с Лайкой наполнилась новыми красками и радостью. Каждый день приносил с собой неожиданные открытия и мгновения счастья. Мы продолжали ухаживать за нашим садом, который с каждым днем становился все более красивым и ухоженным. Лайка всегда была рядом, помогая мне своими маленькими лапками и виляя хвостом от радости. Однажды утром, когда мы гуляли по лесу, Лайка внезапно остановилась и начала рыть землю под старым дубом. Я подошла ближе и увидела, что она нашла что-то интересное. Это оказалась старая жестяная коробка, покрытая слоем земли и листьев. С любопытством я открыла ее и обнаружила внутри старые фотографии и письма. Это были воспоминания моего дедушки, которые он, вероятно, спрятал здесь много лет назад. Среди фотографий были снимки нашего дома, сада и даже Лайки, когда она была еще щенком. Письма были полны теплых слов и воспоминаний о том времени, когда дедушка был молод и полон сил. Я села на землю и начала читать эти письма, чувствуя, как слезы наворачиваются на глаза. Лайка села рядом, словно понимая, насколько важны для меня эти моменты. Вечером, когда мы вернулись домой, я решила создать альбом памяти,
чтобы сохранить все эти воспоминания. Мы с Лайкой провели несколько часов, раскладывая фотографии и письма в альбоме, добавляя свои комментарии и заметки. Это было невероятное чувство — осознавать связь с прошлым и знать, что эти воспоминания будут жить в наших сердцах. С тех пор мы с Лайкой стали еще ближе. Она стала моим верным другом и компаньоном, всегда готовым поддержать и утешить. Мы продолжали ухаживать за садом, гулять по лесу и наслаждаться каждым моментом вместе. Я поняла, что Лайка не просто собака, а часть моей семьи, часть моего сердца. Однажды, сидя у камина, я осознала, что наконец-то обрела свое место в этом мире. Я больше не ощущала себя потерянной в городской суете, а нашла свой дом, свою семью и свое счастье. Словно почувствовав мои мысли, Лайка положила голову мне на колени и тихо заурчала. Я нежно погладила ее по голове и прошептала: «Спасибо, Лайка. Ты сделала мою жизнь лучше». Прошло еще несколько месяцев, и наш сад превратился в настоящий рай. Цветы цвели, деревья плодоносили, а птицы распевали свои песни. Мы с Лайкой проводили много времени на свежем воздухе, наслаждаясь природой и обществом друг друга. Я начала писать книгу о наших приключениях, о том, как Лайка изменила мою жизнь и помогла мне найти свое место в этом мире. Однажды, когда я сидела за столом, работая над книгой, Лайка вдруг начала лаять и скакать по дому. Я пошла посмотреть, что ее так взволновало, и обнаружила, что к нам приехали гости. Это были мои старые друзья, которые решили навестить меня и узнать, как я живу. Я была счастлива их видеть и радушно пригласила в дом. Мы провели целый день, гуляя по саду, рассказывая истории и смеясь. Лайка была в центре внимания, и все восхищались ее красотой и умом. Вечером мы сидели у камина, пили чай и делились воспоминаниями. В этот момент я осознала, что нашла не только свое место в этом мире, но и свою семью, своих друзей и свое счастье. С тех пор прошло много времени, и наша жизнь с Лайкой стала еще более насыщенной и радостной. Мы продолжали ухаживать за садом, гулять по лесу и наслаждаться каждым моментом вместе. Я поняла, что Лайка не просто собака, а часть моей семьи, часть моего сердца. Она научила меня ценить каждый миг, находить радость в мелочах и верить в лучшее. Если вы хотите видеть больше интересных материалов, подпишитесь на наш канал и включите уведомления. Так вы всегда будете в курсе всего нового. Ваша поддержка очень важна для нас. Спасибо за внимание. До новых встреч.